Буи береговой охраны фиксировали крупномасштабные волнения в водах, и сообщения гидролокаторов продолжали поступать. Только падение чего-то очень тяжелого в океан могло вызвать это, и команде капитана Изи Баркли было поручено исследовать подземные толчки. Буй, зафиксировавший наибольшее количество подземных толчков, находился примерно в 20 милях от берега. Когда Изи и ее команда прибыли на место происшествия, они сразу приступили к работе. Изи также была главным исследователем, поэтому по традиции она погружалась первой. Первой. Она всплыла и уже через пару минут увидела их цель. На дне океана был обнаружен массивный транспортный контейнер, и было очевидно, что Изи не смогла бы поднять металлический предмет из воды голыми руками. И когда? Изи вынырнула на поверхность и быстро приказала корабельному роботу-ныряльщику взять управление на себя. «Давайте перенесем это на нашу лодку», — потребовала она. «Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы узнать больше удивительных историй». К счастью, они не оставили свой исследовательский центр просто так, на любом судне. Нет. На их корабле было современное оборудование, которым Изи могла пользоваться. Поэтому, следуя указаниям Изи, ее коллеги подготовили беспилотник к глубокому погружению. Но никто не был готов к странному открытию, которое предстояло сделать. Когда беспилотник опустили на воду, Изи взяла управление на себя, и можно было приступать к захватывающей части этой миссии. Вода была спокойной и прозрачной, что позволяло легко ориентироваться в направлении контейнера на дне. Проблема. Но добраться до объекта оказалось не так уж сложно. Как только судно было доставлено, пришло время машине начать подъем. Он закрепил свои выступающие когти по бокам контейнера. С этого момента кораблю оставалось только втягивать робота. Но это оказалось сложнее, чем ожидалось. Контейнер оказался неожиданно тяжелым. Их корабельный кран был способен поднимать массивные предметы. Но каким-то образом этот простой транспортировочный контейнер заставил их машину работать с огромным трудом. Вся лодка раскачивалась взад-вперед и даже набрала немного воды, когда поднимала металлический ящик из воды. «Что, черт возьми, там внутри?» — спросила Изи. Приложив немало усилий и увидев взволнованные лица нескольких человек, им в конце концов удалось поднять таинственный контейнер из воды. Он с громким стуком приземлился на палубу их корабля, и вся команда немедленно бросилась осматривать потрясающую находку. Что это такое? Почему это здесь? Коллеги Изи, возможно, были бы в восторге от того, что находится внутри. Однако по-настоящему заинтригована была сама Изи, потому что она заметила кое-что, что указывало на ее коллег. Транспортный контейнер обычно не является водонепроницаемым, поэтому, когда его поднимают со дна океана, можно ожидать, что вода будет вытекать из всех отверстий, но в данном случае это было не так. Каким-то образом этот похожий на самолет транспортный контейнер был изолирован, как будто он был спроектирован таким образом, чтобы не пропускать ни капли воды. Но почему это произошло? Палубные рабочие, которые составляли основу команды, уже начали дергать за дверную ручку. С помощью большого болтореза был срезан основной замок на контейнере, а затем дверные ручки были отодвинуты в сторону. Медленно, но верно двери контейнера распахнулись. Изи отступила на шаг, чтобы осмотреть контейнер целиком, и покачала головой. Она потеряла дар речи. Внутри контейнер был полностью меблирован. В комнате были кровать, диван, шкаф и стол со стульями. Здесь было все, что есть в обычном доме. «Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» — спросила Изи у своих коллег, но все в группе разделяли недоверие и недоумение по поводу странной находки. Вопросов было много. Откуда это взялось? Кто мог так жить и почему? Группе не потребовалось много времени, чтобы начать расследование. Изи была удивлена не только тем, что контейнер был полностью меблирован, но и тем, что все оставалось на своих местах. Они быстро обнаружили, что все было прибито гвоздями к полу. Однако на полу было разбросано несколько незакрепленных предметов, и они нашли фотографии мужчины и его семьи. Он или они жили в контейнере. Кто они были и что произошло?
Они продолжили поиски, чтобы найти ответы на эти вопросы. Они обыскали каждый дюйм контейнера, но не нашли ничего, что могло бы приблизить их к истине. Иззи разочарованно вздохнула и уже собиралась сдаться, когда... Один из коллег Иззи вдруг издал восторженный вопль. Обернувшись, она увидела, что он держит в руках пластиковый пакет на молнии, но его больше всего взволновало то, что внутри него находилось что-то вроде диктофона. Это был верный признак, и она добросовестно нажала кнопку воспроизведения. Это был мужской голос, вероятно, принадлежавший мужчине на фотографиях. Это было здорово. Было трудно разобрать запись посреди океана, поэтому группа быстро переместилась внутрь. Сначала это был в основном фоновый шум, но потом голос зазвучал отчетливо. «Здесь. Мне нужно записать это до того, как они заметят, что мы здесь, и запечатлеют нас», — ответил кто-то на заднем плане. Последовало короткое молчание, затем мужчина прочистил горло и представился как Ахмед Осман. «Я надеюсь, что кто-нибудь найдет контейнер и эту запись и сможет помочь. Мы отчаянно нуждаемся в помощи. Мы находимся на борту вечного грузового Вояджера, но я не знаю, надолго ли. Пожалуйста, спасите нас». Голос мужчины становился все более отчаянным. «Это...» Затем диктофон снова остановился. Иззи попыталась снова включить его, но ее усилия были тщетны. Он был сломан. В комнате воцарилась тишина. Все они потеряли дар речи. Все поняли, что с людьми, которым принадлежал контейнер, случилось что-то ужасное, но что именно и могут ли они им помочь? И тут Иззи кое-что вспомнила. Корабль видели несколько раз, но каждый раз он, казалось, останавливался ненадолго. Он только заправился и перевез минимум груза, несмотря на то, что был заполнен контейнерами. Иззи снова просмотрела базу данных, надеясь найти больше информации о судне. Она воскликнула, когда заметила, где его видели в последний раз, но странных сообщений в базе данных журнала и зловещей записи было достаточно, чтобы Иззи попыталась отследить корабль. Место, где в последний раз видели судно, было недалеко, так что они могли быть там в ближайшее время, и если они правильно поняли человека на записи, время имело значение. Иззи убедилась, что все на борту согласны с ней, и была рада видеть, что все разделяют ее обеспокоенность ситуацией. Она сообщила капитану координаты последнего известного местонахождения судна. Прибыв на место, они были удивлены, увидев судно, плавающее в 20 километров от берега. Оно просто лежало там. Несмотря на то, что Иззи и ее коллегам было любопытно узнать, что происходит, им также не терпелось подобраться поближе. Запись звучала очень угрожающе, и они согласились, что для них это не просто работа. Им нужна помощь. «Я сообщу в береговую охрану и полицию», — решительно заявила Иззи. Иззи позаботилась о том, чтобы, когда прибудут береговая охрана и полиция, они находились вне поля зрения грузового судна. Как только офицеры оказались на борту, она быстро объяснила им ситуацию и пересказала то, что они услышали на записи. Она почувствовала облегчение от того, что полиция поверила ей, и отнеслась к этому очень серьезно. Тем временем капитан отдавал распоряжения своим рабочим, и на судне началась бурная деятельность. Они ждали ответа около получаса. Рабочие спустили трап, чтобы троица смогла подняться на борт. Капитан грубовато поприветствовал их, когда они, наконец, поднялись на палубу. «У вас есть 1 час», — сказал он, после чего приказал всем вернуться к работе. Иззи улыбнулась и изо всех сил постаралась сделать вид, что делает запись. Иззи и офицеры обошли корабль, пытаясь выяснить, что происходит, стараясь при этом вести себя как можно незаметнее. Но ничто не указывало на то, что что-то не так. Вероятно, они использовали последние полчаса, чтобы скрыть какие-либо улики. В отчаянии Иззи начала шептать имя мужчины. «Ахмед Осман, ты здесь?» Она повторила это несколько раз, пока троица проходила между несколькими контейнерами. Затем внезапно один из контейнеров рядом с ними открылся, и их втащили внутрь, после чего дверь снова закрылась. Троица была удивлена, увидев, что контейнер был заполнен людьми. Но в контейнере были не только люди.
Этот контейнер был обставлен так же, как и тот, который они вытащили из океана. «Кто ты такой?» — спросил мужчина. Иззи сразу узнала его по фотографиям и записи. Она вышла вперед и объяснила, кто они такие и что они нашли его запись. Выражение лица Ахмеда сразу прояснилось. «Я не могу в это поверить. То есть я надеялся, что его найдут, но на самом деле не думал, что это будет тот самый человек, который сбился с пути». Он взволнованно пожал им руки и вздохнул с облегчением. «Это наш шанс выбраться с этого ужасного корабля», — сказал он остальным. Ахмед объяснил, что он и все остальные искали путь в безопасную страну. До него дошли слухи о корабле, который брал людей на борт и делал именно это. Но как только он оказался на борту, все изменилось. В обмен на это путешествие я должен был проработать на корабле 1 год, но они продолжали продлевать этот срок, так и не позволив мне сойти на берег, объяснил Ахмед. Я здесь уже 2 года, но некоторые из этих людей живут здесь гораздо дольше. Все жили в таких контейнерах, а капитан и команда эксплуатировали их. Условия были ужасными, и бесконечный труд заставил его взбунтоваться. Но команда быстро выяснила, что причиной восстания был я, и приняла решительные меры, чтобы остановить Ахмеда. Он объяснил, что они выбросили его контейнер за борт, уничтожив при этом его дом. Но прежде чем они успели это сделать, он успел спрятать внутри послание, надеясь, что кто-нибудь найдет его. На корабле было полно семей, которые подвергались эксплуатации и были незаконно заключены в тюрьму. С этим нужно было что-то делать. И быстро. Теперь, когда полиция узнала, что происходит, они начали действовать. Они спросили Ахмеда, сколько членов экипажа на корабле и смогут ли они оказать сопротивление. Как только у них появилась полная картина и был спланирован внезапный налет, было вызвано подкрепление. И все сработало идеально. Из-за внезапного нападения экипаж судна был быстро арестован. Пока преступники находились под стражей, береговая охрана взяла судно под свой контроль. Тем временем Иззи помогла Ахмеду освободить все семьи, и вскоре судно причалило к ближайшему городу. Там был создан приют для оказания помощи пострадавшим. СМИ не потребовалось много времени, чтобы подхватить эту историю. Она стала общенациональной, и Иззи внимательно следила за ней, когда вернулась домой после того, как город взял под свой контроль организацию помощи. Она была рада, что ситуация разрешилась благополучно, и невероятно счастлива, что сыграла в этом свою роль.